Дорогие друзья, мы вас приветствуем. Вот, у нас сегодня вот такой вот, да, так сказать, творческий подготовительный момент, в процессе которого вы тоже были с нами. Но сегодня у нас прекраснейший вебинар, потому что сегодня вместе с нами на этом вебинаре будет Робер Аллен. Те из вас, кто были с нами в Гонконге, вам посчастливилось быть на его тренинге. Да, действительно, так сказать, по-настоящему увидеть этого человека, вот живьем, воочию, поучаствовать в этом тренинге. Ну и, конечно же, да, понять действительно уровень и, прежде всего, профессионализм этого спикера, этого лидера очень большого, да, и действительно этого выдающегося человека. Но хочу сказать, что Роберт Аллен является автором огромного количества книг и бестселлеров. Он написал такие книги, как «Множественный источник дохода», «Миллионер за минуту». Тысячи людей были, да, и на сегодняшний день принимают участие в его тренингах. За последние 20 лет огромное количество людей побывали на его семинарах. И он очень популярен в Соединенных Штатах Америки, очень популярен во всем мире. Он является, да, постоянным гостем в различных ток-шоу. Его постоянно приглашают в различные телевизионные программы. И, конечно же, для нас это большая честь и большая гордость, что Роберт Аллен является партнером компании Ariix. И сегодня он согласился провести этот час вместе с нами, поучаствовать в нашем вебинаре для группы CIS, для группы России, Казахстана, Украины. Вот. Ну и слово Роберту Аллену. Роберт? Hello, welcome, and I'm so excited to be on this webinar with you today with my great friends in Russia. Добрый вечер всем. Я очень рад приветствовать всех своих друзей из СНГ. Для меня большая честь и радость быть в этот вечер с вами и разговаривать. Today we're going to be talking about, I'm talking to you from my home in California. Сегодня я буду разговаривать с вами. Сейчас я нахожусь у себя в доме в Калифорнии. As Chief Mindset Officer of Ariix, I want to remind all of us of the power of our thinking in achieving great success. И будучи одним из ведущих представителей компании Ariix, сегодня я хотела бы поговорить с вами о силе мышления, о том, как это важно для достижения успеха. I just spoke with many of the other leaders in Ariix at the convention in Hong Kong 2 weeks ago. И совсем недавно, будучи на конвенции в Гонконге 2 недели назад, у меня была возможность разговаривать и общаться с очень многими разными лидерами нашей компании. And I got an opportunity to meet some of your top leaders in Russia and Kazakhstan, and they were so excited to be there. И также у меня была возможность наконец-то встретиться и познакомиться с самыми ведущими, самыми большими лидерами России и Казахстана. И вы знаете, это было восхитительно, это было очень волнующе. And I encourage you that at the next major convention, either in Las Vegas or probably back in Hong Kong next year, I encourage you to make plans to attend. И я советую, рекомендую вам всем на следующей конвенции, которая, может быть, состоится в Лас-Вегасе, может быть, она также будет проходить в Гонконге, приехать еще большей группой и привести с собой еще больше людей. I discussed there on my speech something I want to share with you today. In the conversation, when you're writing, there's a way to make what we call an exclamation point at the end of a sentence that makes the sentence sound stronger.
И мне хотелось бы сегодня, когда я выступаю перед вами, постараться говорить так, сказать такую речь, чтобы мои слова действительно дошли до вашего сердца, до вашего разума, мышления, и чтобы они обрели настоящую силу. And if you want, so as I spoke at the convention, and as I share this with you today, I want you to think of yourself as an exclamation point or as a question mark. Which are you? An exclamation point or a question mark? This is how you present yourself to the world. Вопросительный знак – это то, как вы представляете себя этому миру. Ольга, одну минуточку, вы уже в эфире. Сейчас, одну минуточку. Роберт, sorry to interrupt your speech, but we have now the interpreter. Her name is Olga. She is online with us. So I'm very much sorry. Could you repeat, please, your last sentences, and she will translate, okay? Oh, okay, sure. Sure, I said. Sorry for inconvenience. No problem. Hello, Robert. I'm sorry. Ошибочка произошла. Yeah, I had problems with joining in. I couldn't join in. So now I'm here, so I'm very sorry, and I'm ready to work. And what is your name again? My name is Olga. Olga. So I was just saying that in life you're either an exclamation point or a question mark. Can you see my screen? Yeah, I see. В жизни вы либо восклицательный знак, либо вопросительный. And when you're presenting to someone, speaking to someone, they can tell whether you believe what you are saying or not. И когда вы что-то представляете кому-то, когда вы беседуете с кем-то, человек сразу понимает, вы вообще сами в это верите или нет. You give off signals. Some of them are very subtle that let people know whether you strongly believe or whether you question. Whether one part of you questions what you're saying. И когда вы говорите с человеком, вы ему посылаете сигналы. И эти сигналы очень тонкие, но человек по этим сигналам распознает. Вы действительно верите в то, о чем вы говорите? Или же какая-то часть вашего естества в этом сомневается? So the real question I want to ask you is, what kind of signals do you want to send off to the people around you? Question marks or exclamation points? И поэтому я хочу вам задать такой вопрос. Какие знаки вы хотите посылать своим собеседникам, вы хотите посылать этому миру? Вопросительные знаки или восклицательные? When you think about our industry, and when you think about our products, when you think about our company, do you have any question marks about it, or are you completely convinced? Когда вы думаете о продукции, когда вы думаете о самой компании, когда вы думаете о бизнесе, то сами себе ответьте честно на вопрос. Вы убеждены в этом бизнесе или у вас остаются какие-то вопросы? The goal is for you to study and learn and to experience and to finally come to a strong conviction, no matter what anybody says, that this is the right business for you. И вы знаете, вы обязательно должны учиться, вы должны познавать, вы должны иметь собственный опыт для того, чтобы убедиться в том, что этот бизнес для вас, чтобы вы были в этом убеждены, независимо от того, что будут вам говорить окружающие вас люди. I remember that when I was first introduced myself to network marketing, I had many question marks about the business. Вы знаете, я помню, когда я только познакомился с сетевым маркетингом, у меня было очень много вопросов в отношении этого бизнеса. It seems like many people have question marks about our business, and therefore you need to have an exclamation point. You need to know that this is the right business for you, and I had to discover that for myself too.
Понимаете, у многих людей, когда они знакомятся с сетевым маркетингом, тоже много вопросов. Поэтому, когда вы разговариваете с ними, вы должны являть для них, быть для них вот таким восклицательным знаком, чтобы они это почувствовали в вас. И в свое время вот мне тоже пришлось много учить, много искать для того, чтобы найти ответы на эти вопросы. So I'm going to give you a little test right now. И вот сейчас я дам вам небольшое задание. And on a scale of 1 to 10, I'm going to ask you about your belief in various aspects that I'm going to ask you right now. Итак, по шкале от единицы до 10 оцените сами, пожалуйста, насколько вы верите, насколько сильна ваша уверенность вот в тех вопросах, которые я сейчас вам задам. On a scale of 1 to 10, with 1 being low and 10 being very high, where would you rate your belief in the products that you are sharing with your family and friends and customers? Do you think the products are pretty good, maybe a 3 or 4 or 5? Or do you think the products are really, really good, 9, 10? Итак, по шкале от единицы до 10. 1 – это очень низкий уровень веры, 10 – очень высокий. Пожалуйста, оцените, насколько вы уверены в качестве продуктов. То есть вы на 3, 4 считаете, ну ничего, они такие неплохие. Или же на 9, 10 вы считаете, что они очень-очень хорошие. Ведь здесь речь идет о тех продуктах, которыми вы делитесь с членами своей семьи, со своими друзьями, со своими клиентами. И вот, пожалуйста, сейчас проведите вот такой тест. When somebody first introduced me to nutritional supplements, I was very skeptical. I had a big question mark because I didn't believe that it was necessary to take a pill of a vitamin pill and minerals. I didn't believe it was necessary, and therefore I was very doubtful when I tried to share it with my family and friends. Вы знаете, когда мне впервые рассказали о пищевых добавках, я был полон сомнения. Я не понимал, почему я должен принимать витамины или минералы в виде какой-то таблетки. И именно из-за того, что я был полон сомнений, из-за того, что я не понимал всего этого, когда я начал делиться этим со своими друзьями и членами своей семьи, то вот это сомнение... Оно мешало мне, потому что оно вылазило из меня помимо меня самого. Now, I was a #1 New York Times best-selling author 2 times, and I felt that I had a very important reputation to protect, and therefore I didn't want to risk my reputation by joining a network marketing company to market products that were, questionable. And so I spent a month researching and reading many, many books until finally I was absolutely convinced that I needed to take extra nutritional products. And that was many years ago. Today, I never, any day, I take my nutritional products. I believe on a scale of 1 to 10, I'm a 10. Вы знаете, много лет вот тому назад, когда все это только произошло, я уже 2 раза был самым продаваемым автором по версии New York Times. И поэтому я считал, что я обязан защитить свою репутацию. А я был полон сомнений. То есть, я сейчас подключусь к сетевой компании, непонятные какие-то добавки, я начну это предлагать людям, все это окажется не тем. И таким образом я поставлю вообще под удар свою собственную репутацию. Поэтому тогда я потратил не меньше месяца на то,
чтобы изучить этот вопрос, чтобы со всех сторон рассмотреть, а что это за добавки, а зачем они нужны, а как их принимать, а нужно ли их принимать, и вообще, что это все такое. И сегодня, если оценить меня по шкале от 1 до 10, вот мою уверенность в том, что необходимо принимать пищевые добавки, то моя оценка будет 10. И сегодня я никогда, ни в каких случаях я не пропускаю прием добавок, которые я должен принимать. Это для меня совершенно сегодня невозможно. So when my wife was introduced to network marketing by a friend of hers, and my wife came to me and said, "Let's join this network marketing company." I said, "Sweetheart, I can't. I'm a #1 New York Times bestselling author. I can't join a company or an industry of network marketing because I've heard some things that are very uncomplimentary about network marketing. I don't want to risk my reputation." And my wife said, "Well, I'm going to do it." And she did it. And she started making some serious money. And I began to realize that I'd made a mistake. Вы знаете, вот тогда, много лет тому назад, когда я вообще познакомился с сетевым маркетингом, то это знакомство состоялось с помощью подруги моей жены. Жена, выслушав презентацию, пришла ко мне и сказала: "Так, дорогой, давай будем подключаться". Но я ответил ей: "Нет, как? Ты пойми, я же автор #1 по версии New York Times. А моя репутация, да ты что? Ты понимаешь, я слышал столько всяких неприятных, нехороших вещей насчет этого сетевого маркетинга. Не, дорогая, нет". Но жена не послушала меня, она подключилась. И через какое-то время она начала зарабатывать очень серьезные деньги. И вот тогда у меня появились вопросы, что, может быть, я не прав, может быть, я тут что-то и не понимаю. This was 20 years ago, when it still was, when network marketing was, there were still some question marks about it. But we now know that a lot of very smart billionaires have become advocates of network marketing. You know, Donald Trump himself owns a network marketing company. Warren Buffett, the richest billionaire in the world, owns a network marketing company. It is absolutely one of the best industries to be involved in. Вы знаете, все это происходило 20 лет тому назад, и тогда действительно было еще много вопросов по поводу сетевого маркетинга. Но сегодня эти вопросы уже ушли с повестки дня, потому что даже самые известные миллиардеры, такие как Уоррен Баффет, как Дональд Трамп, являются владельцами сетевых компаний. И другие очень богатые люди, миллиардеры, они тоже занимаются сетевым маркетингом. То есть это очень умные люди, поэтому сегодня положение уже с этой индустрией несколько иное. So I learned that the industry of network marketing was a powerful, a wonderful industry. And when people would ask me, they would say, "Are you, Robert, are you involved in network marketing?" I had a choice. Am I going to answer with a question mark, or am I going to answer with an exclamation point? Итак, я занимаюсь сетевым маркетингом вот уже 20 лет. И сегодня, вот, когда ко мне подходят люди, и сегодня это еще происходит, они подходят ко мне и говорят: "О, вы Роберт Аллен, и что, вы занимаетесь сетевым маркетингом?", то это мой теперь выбор, как отвечать. Отвечать на этот вопрос вот восклицательным знаком или оставить им вот эти вопросительные знаки. Это мой выбор, как поступить. So let me teach you exactly how I respond when somebody asks me, even today, if I'm involved in network marketing, because of what I know, because of what I've experienced, because of my experience with the products. This is what I say.
Итак, я хочу сегодня научить вас, как лично я отвечаю на вот такие вопросы, когда подходит ко мне человек и говорит, что, Роберт, вы занимаетесь сетевым маркетингом? Я теперь отвечаю следующим образом, потому что у меня уже есть опыт в самом бизнесе, потому что у меня есть опыт уже употребления продуктов, у меня уже есть знания в этой области. И сегодня я хочу поделиться с вами тем, как отвечаю этим людям я. So get ready with a pen. I want you to actually write down these words, word for word, of what you will say. Возьмите, пожалуйста, ручку, возьмите лист бумаги и слово в слово запишите то, что вы будете говорить. So if somebody asks you, is this network marketing? And they're asking as if they're a little bit skeptical, this is what you'll say. Итак, если человек задает вам вопрос, это что, сетевой маркетинг? И звучит это так, знаете, несколько скептически, то отвечайте на это следующее. You'll respond strongly, but respectfully, and you'll say, absolutely. Надо отвечать на это, знаете, вот с такой уверенностью, ну, с уважением к человеку, конечно, и отвечайте, конечно, да. Конечно, да. Конечно. Конечно. Конечно? Конечно, да. Конечно, да. О, yes, да. Конечно, да. О, Конечно, да. I'm joining Конечно, you. да. I'm already joining. I'm already joining. You're such an exclamation mark. Конечно, да. You're going to say absolutely. Then there's another sentence. You'll say, I don't know what your experience has been, but my experience has been fantastic. И дальше вы говорите, я не знаю, какой опыт у тебя был в сетевом маркетинге, но у меня он был фантастический. Say that again for them. Конечно, да. I don't know what your... Конечно, да. Я не знаю, каким был ваш опыт в сетевом маркетинге, но у меня он был замечательный. And I want them to practice it. I want them to say it out loud right now. И вот сейчас, пожалуйста, потренируйтесь, скажите эти слова вслух, произнесите их. Now, the goal of Ariix is to improve and transform our industry. Вы знаете, цель компании Ariix – это улучшить и трансформировать, то есть изменить нашу индустрию. Because many companies and many people involved in network marketing do network marketing poorly. They are pushy and unprofessional, and we need to be the shining example of professionalism. Потому что многие компании сетевые, многие люди, которые занимаются сетевым маркетингом, делают это неправильно. Они слишком нахальные, они непрофессиональные. И мы, как компания, как ее представители, должны быть таким сияющим примером профессионализма в этой сфере. So I ask you some questions on a scale of 1 to 10. How do you feel about the products on a scale of 1 to 10? Итак, по шкале от единички до 10, пожалуйста, оцените свое отношение к продукции. How do you feel about our industry of network marketing on a scale of 1 to 10? Дальше, от единички до 10, оцените свое отношение к нашей индустрии, к сетевому маркетингу. How do you feel about our company, Ariix, and the leaders in our company on a scale of 1 to 10? Дальше, от единицы до 10, оцените свое отношение к компании Ariix, к ее руководителям, к ее создателям и лидерам. How do you feel about your ability to grow your business on a scale of 1 to 10? Дальше, от единицы до 10, оцените свою способность создать
ваш, то есть свой бизнес здесь? If you didn't score a 10, if it wasn't конечно да for every single one of those questions, then some of your work is to improve your score, to study, learn, ask questions, till eventually you improve your score to the number 10 on all 4 of those questions. Итак, если по каким-то или по одному даже из этих вопросов, которые я вам задал, ваша оценка не 10, то это означает, что вам еще нужно учиться, вам нужно искать ответы, вам нужно улучшать свои познания и свои навыки для того, чтобы вашей оценкой по всем этим пунктам стала оценка 10. For me, I started off with a very low score on every one of those 4 questions personally, and now, after a lot of great experience, I'm a 10 on every one. No one can tell me that our company, our products, our industry, or my ability is anything but a 10. Вы знаете, когда я начинал строить свой бизнес, мои оценки во всех этих 4 сферах были очень низкими. Но сегодня у меня 10 по всем этим 4 вопросам. И кто бы что мне ни говорил, я знаю, что у меня 10 и по моему отношению к компании, и по моему отношению к продукции, и по моему отношению к тому, насколько я могу достичь успеха в этом бизнесе, и по поводу вообще сетевого маркетинга. This is a photo of the Hong Kong convention, 3,000 Asians and many Russians and Kazakhstanis who were there at the convention. And when you're there, it increases your conviction. You go from a 5 to a 10 when you attend a convention. Вы знаете, вот как раз прекрасным способом повысить вот эту оценку является посещение вот таких конвенций, которая вот сейчас была в Гонконге. Там было 3000 представителей из азиатских стран, там было много россиян, много представителей Казахстана, вот был один представитель с Украины. И вы знаете, вот такие конвенции – это прекрасный способ повысить оценки вот в этих 4 сферах. When you're there with other people who are excited, all of you in an audience together, it just creates this sense of conviction that you know this is the right place to be. Понимаете, когда вы находитесь на такой конвенции, где вы окружены людьми, которые полны вдохновения, которые уверены в том, что они там, где нужно, ваша уверенность тоже вырастает, и вы начинаете понимать, что да, вот это мое место, вот именно здесь я должен быть. So the goal is for you to build a mindset of conviction, a mindset of belief, a mindset that is strong, that cannot be discouraged, but continues to succeed. Поэтому вашей задачей, вашей целью должно стать выработать в себе вот такое отношение, такое мышление, которое будет давать вам уверенность, которая будет даровать вам веру в то, что вы преуспеете, что вы в нужном месте, что вы в нужной компании. То есть, чтобы никто, никакие слова, никакие люди, никакие возражения не могли поколебать вот этой вашей уверенности. If you are an exclamation point, if you are confident, you will attract people to you because everybody likes to be with people who are confident. Вы знаете, если вы вот такой восклицательный знак, если вы уверены в своей правоте, в своем деле, в своем бизнесе, то люди начнут к вам притягиваться. Почему? Потому что люди очень любят быть рядом, быть вместе вот с такими людьми, которые полны уверенности. And this is how you grow your business.
where you share your confidence with people, they start to share their confidence with other people, and eventually you have explosive growth. Вот таким образом вы и строите свой бизнес. Вы делитесь своей уверенностью с людьми, они, в свою очередь, приобретают тоже эту уверенность и делятся ею с другими людьми. И так это идет все дальше и дальше. И таким образом у вас создается большой, мощный бизнес, который вот прямо, знаете, вот как взрыв, раз, и он пошел вверх. Or if you're a question mark, guess what happens? You don't grow your business and people don't get attracted to you. Если же вы вопросительный знак, то что происходит? Ваш бизнес не растет, и вы не можете привлечь к себе людей. When I was on the stage in Hong Kong, I tried to pretend like I was a question mark, and I dropped my body to try to make my body look like a question mark. And many people, when they talk to other people about network marketing, there are a lot of question marks. You need to be an exclamation point. Помните, в Гонконге я на сцене вот попытался своим телом изобразить вопросительный знак, помните? И вы знаете, вот многие люди, когда они говорят, рассказывают кому-то о сетевом маркетинге, вот они невольно, они вот становятся вот такими вопросительными знаками. Они вот так выглядят. So as you go back out into the world, today, are you going to be sending out signals? You send out signals to the world. If it's a question mark, then you'll send out signals of zeros. Your world will end up being nothing but zeros. Вот сегодня вы после этого вебинара, вы разойдетесь, вы выйдете как бы в большой мир, да, и вот скажите, какие сигналы вы будете ему подавать, потому что мы все всегда подаем этому миру сигналы. И если мы вопросительный знак, то наш сигнал это ноль. Мы посылаем ноль в этот мир, и, соответственно, и получаем в ответ ноль. You go into the world, and there are a lot of questions, a lot of doubts on lots of things. Your goal is to become clear, solid, determined, exclamation point. И вот вы выйдете в этот мир, там масса вопросов, там масса сомнений, и ваша задача стать таким четким, уверенным, ясным и понятным восклицательным знаком. And did I translate that correctly, confused and confident, into Russian? No, it's okay. It's okay? Good. So that's what we're trying to say. We're trying to say, are you doubtful or are you decisive? То есть вы сомневаетесь или вы уверены, вы полны решимости? Are you afraid or are you courageous? Вы боитесь или вы полны мужества? We want you to be courageous and strong. And it may take a few weeks or maybe even months for you to build this kind of courage. But you can. And as you do, your business will flourish. Мы хотим, чтобы вы были сильными, чтобы вы были мужественными. Возможно, для того, чтобы выработать в себе эти качества, вам понадобятся недели, может быть, месяцы. Но когда вы сумеете это сделать, вы увидите, что ваш бизнес будет процветать. And as you grow and get stronger, you finally get to the point when someone asks you, is this network marketing? You reply, Конечно, да. Конечно. Итак, вы будете уверены, вы будете полны мужества, вы будете полны знаний. И вот когда к вам кто-то подойдет и скажет, это что, сетевой маркетинг? Вы ему скажете, конечно, да. Конечно, да. Вот, yes, right. So you'll go through life with a lot of question marks around you. People around you will have lots of question marks. You need to see the future through all the question marks. You need to see your future as confident, strong, successful, wealthy. That's the future I want you to see.
Итак, вы будете идти по этому миру, и вокруг вас будет масса вопросительных знаков, масса вопросов и сомнений. Но я желаю вам, чтобы вы были уверены, чтобы вы ясно видели свое будущее, где вы будете успешным, богатым, сильным, уверенным в себе бизнесменом и человеком. And to remind you what the future should be, I had all the audience members in Hong Kong, I had them actually draw an exclamation point on their thumb. Помните, вот когда в Гонконге я говорил о будущем, помните, я попросил всех присутствующих на пальчике нарисовать вопросительный знак. And it's a mark of success and confidence when you show a thumbs up around the world. Извините, восклицательный знак я попросил нарисовать. Для чего? Потому что, когда вас вот спрашивают, там, как дела или что, вы поднимаете палец, а там восклицательный знак. Все замечательно, все класс, все в ажуре. So when you're talking to someone from now on, attempt to be more confident in your conversations with everybody. И поэтому вот теперь, когда вы будете с кем-то беседовать, пожалуйста, постарайтесь быть более уверенными вот в том, что вы делаете. Now, in the game of chess, when they are writing down the moves that you make from one space on the chessboard to another, they will use the exclamation point. If it's a good move, they'll say one exclamation point. If it's a brilliant move, they call it 2 exclamation points. Вы знаете, в шахматах есть такое правило. Когда игроки играют в шахматы, они записывают те ходы, которые они делают. И если это хороший ход, то рядом с ним вот записали и ставится 1 восклицательный знак. Но если это замечательный ход, то ставится 2 восклицательных знака. So that's why you'll notice that our products have 2 eyes in the middle of them, but there really are 2 exclamation points to mean brilliant. Что в названии наших продуктов, да, Ariix, есть 2 буквы I. Это 2 восклицательных знака. То есть это не просто хорошие продукты, это замечательно, это великолепно, это суперпродукты. And Nutrify actually has 3 exclamation points. В слове Nutrify 3 восклицательных знака. And Purity has 3 exclamation points. И в Purity тоже 3 восклицательных знака. Slenderize has 2 exclamation points. В Slenderize 2 восклицательных знака. And Revive has 2 exclamation points. И в Revive тоже 2 восклицательных знака. Prime is a brand new product division of Ariix, and you'll hear more about it, but it also has 2 exclamation points. Prime – это самый новый продукт, который компания Ariix выпустила на рынок. Вы о нем еще узнаете. И там тоже 2 восклицательных знака. When you think about our company, think how brilliant our products are. И вот когда вы будете думать о нашей компании, пожалуйста, подумайте о том, насколько замечательные, высококлассные, первоклассные продукты она выпускает. 2 thumbs up. И поэтому поднимите 2 пальца вверх. Подняли? And when I think of Ariix, I think 2 thumbs up. И вы знаете, когда я думаю о компании Ariix, то вот я именно думаю, представляю ее вот так. Поднимаю оба пальца вверх. Вот, класс. Конечно, да. Конечно, конечно. Конечно, конечно, да. Да. Конечно, да. Да. Конечно, да. Да. Yeah. Da means yes, right? Da means yes. Da. So конечно means what? A strong yes? Of course. Of Sure. course, yes. Absolutely. Ah,
Конечно, да. Во. Yes, конечно, да. I heard So- you in Hong Kong when you spoke Chinese. Oh, thank you, Olga. So now, how do you do this? How do you learn to grow your confidence? Итак, как же все-таки научиться стать более уверенным в продукции, в компании, в бизнесе? There's a story that I'll end our conversation with today. It's a story between two wolves. Вы знаете, я хочу закончить сегодняшнее свое выступление вот такой историей. Это история о двух волках. It's a story that's told by an American Indian, a Cherokee from a Cherokee tribe, who is trying to teach his grandchildren about life. Это история, которую рассказывает своим внукам старик из племени Чероки, индейского племени Чероки, когда он учит их жизни. And he says to them, a fight is going on inside me. It's between two wolves, a fight between these two wolves. И он говорит, внутри меня происходит борьба. Это борьба двух волков. One wolf, he says, is evil. It is very bad. He's fear and anger and envy and greed, guilt, resentment and lies. Он говорит, один волк – это зло, это гнев, это зависть, это всякие плохие чувства, это гордыня моя. То есть вот все плохое олицетворяет вот это зло, которое в свою очередь олицетворяет один волк. The other wolf, he says, is good. А вот второй волк – это добро, он хороший. He is joy, peace, love, hope, kindness, friendship, generosity, faith, compassion, and truth. Это радость, это любовь, это сочувствие, это щедрость, это истина, это вот все те добрые и хорошие чувства и качества, которые есть. And then he tells his grandchildren that the same fight is going on inside of them and also inside of every person. И затем этот старик говорит, и внутри вас тоже происходит такая борьба, и внутри каждого человека она происходит. The children think about this for a moment, and then one of them asks his grandfather, which wolf will win? И дети подумали немножко, и затем один из них спросил дедушку, а который из волков победит? And the old man replies, И старик отвечает, the wolf that you feed. тот волк победит, которого ты кормишь. Now, this is a very simple story, but it's to remind us all that there are always two ways we can think. Вы знаете, это очень простая история, но я рассказала ее для того, чтобы напомнить вам, что всегда у нас есть выбор, у нас есть два пути, как мы можем мыслить. All of us have a critical voice that speaks to us and tells us that we can't succeed, that we are not worthy, that we are not capable. This critical voice is a little voice that is in almost everybody's head, and it's similar to that bad wolf. Вы знаете, в глубине души каждого из нас есть такой тихий, критический голос, который говорит каждому из нас, не, ну ты не сможешь преуспеть, не, ну у тебя не получится. То есть вот этот голос, это вот тот, он есть у всех. Вот этот скептический, критический такой вот голос, который пытается неуверенность посеять в нашей душе. Вот этот голос, это и есть этот плохой, злой волк. These are the two lies that many of us feel
because this critical voice is whispering these lies in our own minds, and it's saying, you're not capable and you're not worthy. These are lies. Вы понимаете, вот этот критический голос, вот этот злой волк, он нашептывает нам тихонечко так, сеет эти семена в нашу душу, он говорит нам, ты не способен, ты недостоин этого. Это все ложь, это все неправда. Yeah, правда. There is also a part of us that is our true voice, that it makes us feel more confident, that encourages us. Our true voice, it's often a whisper inside us, but that we feel that we can do it, that we are capable, that we are worthy. Но в нас, к счастью, звучит и другой голос. Часто он настолько тихий, что, знаете, это такой шепот, который говорит нам совсем другое, который говорит нам, ты достоин, ты сможешь, ты справишься. And this is the fight that is going on inside you every single day. И вот эта борьба происходит внутри вас каждый день. Will you listen to your critical voice and will you believe the lies that you are not capable and that you are not worthy? И вот к какому голосу вы прислушаетесь? Вот к этому критическому голосу, который говорит вам, не, ну ты не способен, не, ну у тебя не получится, ты этого не достоин. Or will you believe the truth, which is that you are capable and that you are priceless? Или же вы будете прислушиваться к тому голосу, который говорит вам правду, в отличие от этого критика, который лжет вам. А другой голос говорит вам правду, он говорит вам, ты достоин, ты сможешь, ты справишься. И вот это и есть правда. Every day, sometimes every minute of every day, we have to remind ourselves that we can succeed. And I want to tell you, as your friend and as your mentor, I know, I don't think, but I know that you can succeed at this business. И вот это происходит каждый день в душе каждого из нас. И сейчас, вот как ваш друг и как ваш ментор, как ваш наставник, я хочу сказать вам, что я не думаю, нет, я знаю, что вы будете успешными, что вы можете это сделать. Я знаю. Знаю, yes, I know. Я знаю. Я знаю. Я знаю. So, yeah, I want to encourage you. Я хочу ободрить вас. To feed your dreams and to starve your doubts. Питайте свои мечты и заморите голодом свои сомнения. How do you say dreams? Мечты. Мечты. Мама, мечты. Мечты. Да, мечты. Мечты. I have my dreams, and I know that sometimes I have my doubts, but I know that if I can focus on my dreams and keep moving towards my dreams, they become real. Вы знаете, у меня тоже есть мечты, и у меня тоже есть сомнения. Но я знаю, что если я буду держать курс на достижение своей мечты, если я буду все-таки следовать за ней, если я буду питать ее, то я обязательно ее получу. Excuse me. But if I believe my doubts, if I'm worried or afraid or questioning, then success doesn't happen. Но если я поверю в свои сомнения, если я буду тревожиться, если я буду бояться, если я буду сомневаться, то успех не придет. So my message to you today is for you to learn to be an exclamation point, to make a decision to be an exclamation point,
and I'm looking forward to the day when I meet you and see you on the stage at the convention showing your success to the world. И сегодня мое послание к вам состоит в том, чтобы вы были восклицательным знаком, чтобы вы всегда были именно восклицательным знаком. И я очень надеюсь, что я увижу лично вас на сцене, на следующей конвенции и смогу поздравить вас с вашим успехом и пожать вам руку. And thank you for listening. If there are any questions that any of you have, I'd be happy to answer any questions at this point. Спасибо, что вы меня выслушали. И если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, я готов на них ответить. I guess they can type their questions. Спасибо, Роберт. Да, конечно. Thank you, Robert. Thank you. Роберт, спасибо большое за то время, которое ты нам уделил. Конечно же, после такого выступления у нас просто нет права не выпрямиться и не стать восклицательными знаками. Thank you, Robert. And after such a wonderful speech, we have absolutely no right not to become upright, to stand upright, and to become exclamation marks. Да, конечно, Роберт. Да, конечно. Ты прекрасно говоришь по-русски, замечательный слух. You speak wonderful Russian, and you have a very good hearing, a very good ear for languages. Yes, I agree. Конечно, да. Талантлив во всем. Талантливый человек, он талантлив во всем. Но мы все-таки, ты говоришь, да, я хочу увидеть группу из СНГ в большем количестве, на конвенции, будет в Лос-Анджелесе или, может, опять же, в Азии. Но мы хотим все-таки пригласить тебя к нам, чтобы ты воочию увидел, сколько людей убежденных, уверенных в концепции Ariix, влюбленных в его продукт, с огромным признанием тебе соберутся в этот момент и будут слушать тебя, потому что, конечно же, вспоминая этот тренинг, который ты нам провел в Гонконге, нельзя, конечно же, не прийти в очередной раз в восторг от этого. Настолько там было эмоционально, потому что, конечно же, нужно видеть воочию, нужно смотреть, нужно внимать, нужно получать всю энергию от человека. Apart from your invitation for our team to come to Los Angeles to the next convention or to Asia, we would love to tell you that we want to invite you to come to our country, and we want you to see our team. We want you to see how convinced and how faithful we are to Ariix, to its products, to the company as a whole. And after your great training in Hong Kong, very emotional and very, very useful for us, we, of course, would come and would bring people to listen to you, to see you, to get inspired from you and your speech. Спасибо. Нет, спасибо тебе. Я хочу еще одно послание всем тем людям, которые сейчас слышат Роберта, слышат нам. На самом деле, то, что вы сегодня получили, это стоит миллионов. Поверьте мне, поверьте нам, человек как Роберт Аллен, который признан не только Нью-Йорк Таймс, да, лучшим автором, он признан в мире. И этому подтверждением многочисленные продажи и бестселлеры. То, что его книги становятся бестселлерами. То, что он делает, за это платят деньги. Сегодня то, что вы получили абсолютно бесплатно. Для чего? Для того, чтобы вы наконец распрямились, наконец-то встали на ноги и наконец-то сказали себе, что если такие люди, как Роберт Аллен, выбрали Ariix, почему я должен еще сомневаться? Так что действуйте, решайтесь. И спасибо, Роберт, огромное за то, что ты сегодня сделал для нас. И мы надеемся, что это не в последний раз. Robert, thank you very much for what you've done today for us. And we hope that it won't be for the last time.
And what Masha said is that her message to these people listening to you today was that they got all this information, all your teaching free, and you are the best-selling author, not only according to New York Times version, but also other versions too. And you found your time, and usually you get money for your lectures, yes. And today they got it free. So this valuable information was given to them free, and that's why they have absolutely no right to remain question marks. They need to stand upright and to become exclamation marks. Good. So the next time somebody asks you if you're involved in network marketing, what is going to be your answer? Итак, в следующий раз, когда кто-то спросит вас, ты что, занимаешься сетевым маркетингом? Что вы ответите? Конечно, да! Спасибо огромное. Okay. Thank you very much. Bye-bye. I'm looking forward to coming to Russia. I want to come. I want to. И я хочу приехать в Россию. Я жду, когда... Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Супер, супер. All right. We will meet you here. You will never forget this trip. Yeah. All right. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye. Ну что ж, господа, на этом мы с вами прощаемся. Я очень надеюсь, что послание, которое передал нам Роберт Аллен, оно глубоко врезалось в ваши души и в ваши сердца, что тот волк, который иногда грызет вас изнутри и говорит, что ты делаешь, задает глупые вопросы, вы навсегда его выгоните с вашего поля и будете засеивать его только благими семенами, которые дадут потом хорошие ростки, и мы соберем прекрасный с вами урожай. И, собственно, на сбор урожая пригласим самого Роберта Аллена, и не только. Так что спасибо и до следующего вторника. Счастливо! Спасибо, обнимаю вас и желаю вам прекрасной недели.